Одесса – город моряков. И это правда, ничего не скажешь. Посмотрите, сколько моряков сейчас возле оперного театра. Будущее поколение. Здравствуйте! Сегодня 17 ноября 2025 года. И всем привет из Одессы. Так, раз мы уже проходим с вами возле оперного театра, то захотелось в него заглянуть. Так, перерыв с 15 до 15:30 в кассе, но мы успеваем. Понедельник, выходной день в кассе. Ну ничего, можем просто заглянуть, посмотреть расписание, возможно, вас это будет интересовать. Ага. А вот расписание на ноябрь. Так, получается темно. Оперный сегодня закрыт. Ну, просто заглянуть можно внутрь. Здесь открыто. Можно купить экскурсию, кстати, в оперный. Не помню стоимость. Хотела спросить, но сейчас даже не у кого. Можно прищемить себе пальчик. Так, никого. Обязательно с вами как-то пойдем внутрь, потому что там действительно очень-очень красиво. Ну, и за время войны в оперном я еще не была. Всем привет, привет из Одессы. Сегодня у нас, не знаю, что постучать, спокойный тихий день, не такой, как вчера. Безопасно ходить, гулять. Впервые вижу, чтобы на Приморском в понедельник, вот за последнее время было так много людей. Ну, видимо, одесситы хотят немного расслабиться после вчерашнего стресса и немного прогуляться. Надеюсь, нам с вами ничего не помешает сделать сегодня то же самое. В Одессе сегодня просто шикарная погода. Я думала, людей сегодня на Приморском бульваре будет мало, потому что вчера целый день у нас был обстрел города, дроны летали буквально бесконечно, очень низко, падали везде, поэтому было страшновато. Но вы знаете, людей везде достаточно много. Это, наверное, потому что на улице плюс 16. Первый раз на Приморском бульваре с тех пор, как закрыли памятник Пушкину. Такая огромная коробка, камера даже не передает все ее габариты. Так, историчный центр Одессы. Здесь вместо памятника сейчас сделали вот такую вот карту исторического центра города на разных языках. По-моему, я поняла, почему сегодня на улицах города много людей. Еще в Одессе не везде включили отопление, в основном в новостроях его начали включать в тех, у которых отдельная котельня. Еще не у всех есть тепло в квартирах, все постепенно. И на улице сегодня настолько тихо, безветренно и тепло, что многие просто выходят, наверное, погреться, потому что вечерами дома немножко, если не включать кондиционер или камин, то можно подмерзнуть. Так, света, судя по всему, электроэнергии нету в центре. Привыкаем жить без него. Это уже не первый раз, поэтому, знаете, когда только началась война, люди к этому не были готовы. Все ездили, покупали генераторы, но сейчас они, в принципе, у всех есть, поэтому остается их только заправить и включить. Уже все давно к этому готовы. Посмотрите, как чудесно украшают кафе и рестораны в Одессе. Читала, что сейчас рестораны в убытках из-за кризиса, из-за войны. Но, тем не менее, все чаще открываются новые, не все выдерживают, конечно, но люди пытаются что-то все-таки делать, как-то зарабатывать и, несмотря ни на что, во что-то вкладывать деньги. Дюк все еще закрыт мешками с песком, и каждый раз сюда приходишь и становится немного грустно, что не могу вам его никак показать. Я уже не помню, как он выглядит. 4-й год стоит закрытым вот таким тентом и мешками. Так, вижу, проводят какую-то реставрацию зданий на Приморском бульваре. Какая красота! Или это реставрация, или здесь будет открываться Макдональдс. Вроде бы уже как
уже утвердили, что в центре будет Макдональдс. Вот где-то или здесь, по-моему, я точно не помню. Здесь все время собирается огромное количество молодежи, поэтому здесь он будет точно пользоваться популярностью. Раз уже я приехала на Приморский бульвар, то не могу вам не показать главную его достопримечательность, одну из главных. Это Потемкинскую лестницу. Пока нету тревог, решила на свой страх и риск спуститься. Надеюсь, не будет никаких бабахов, потому что очень сильно можно испугаться. Рядом все-таки море. Вот так сейчас она выглядит. Уже 1,5 года, как ее открыли, в начале войны она была закрыта. Ну, и сейчас выдвигаемся с вами в Стамбульский парк и расскажу, какие уже новости у нас сейчас в Одессе. Вот здесь стоит пианино, и кто-то даже играет. Вот, девочки играют. У Одессы много городов побратимов. Одним из таких является Стамбул. Поэтому когда-то Стамбул сделал подарок городу, и нас здесь сделали Стамбульский парк. Я сюда приезжаю редко, потому что здесь близко море, и когда-то я попала здесь в воздушную тревогу, и мне очень-очень это не понравилось. В Одессе сейчас началась активная высадка тюльпанов. К весне все изменится, и город зацветет разными цветами. Одесса получила в подарок 98 тысяч луковиц разноцветных тюльпанов от посольства Украины в Нидерландах в качестве подарка. Представляете, какой замечательный подарок сделали для города. Одесса красиво, но с цветами будет еще лучше. Поэтому хочется всех, конечно, поблагодарить за такой подарок. Высаживают их в центре города. Я читала на площади 10 апреля, в различных парках. Так что весной все изменится, и в городе будет очень красиво, и наши видео будут еще ярче и красочней. У нас много друзей из разных стран, плюс много вас, наших зрителей из разных стран, и многие из вас приезжали в Одессу, и очень часто и читаем в комментариях и слышим о том, что Одесса такая красивая, сколько у людей прекрасных воспоминаний и остаются из нашего города. И самое главное, что несмотря на войну, все равно стараются что-то делать и стараются, чтобы наш город с каждым годом выглядел все лучше и лучше. Я когда приехала из Польши, несмотря на то, что война, обнаружила очень много положительных изменений, и с каждым годом их становится все больше. А здесь на территории даже есть питьевая вода. Вот какой красивый маленький бюветик. Очень часто здесь можно увидеть жителей, которые набирают водичку, но сейчас что-то здесь пусто. Видно, после обстрелов такие места не сильно хотят посещать. Листья сейчас просто украшение всего. Улиц, тротуаров, кустов, просто всего. Одесса не только красивый город сам по себе, но и визитной карточкой, украшением Одессы являются одесситки. Вообще очень красивые люди в Одессе и во всем Одесском регионе. Это общеизвестный факт. Часто, когда приезжают к нам туристы, обязательно это отмечают. И я неспроста об этом заговорила, потому что в последнее время на многих международных конкурсах побеждают именно одесситки, именно женщины из Одесской области, поэтому не могу это не отметить, потому что это действительно наша гордость. Ну и, конечно, хочется с вами зайти во дворик Пале Рояль. К счастью, тревог так и нет. Вы знаете, сейчас всех предупреждают о том, что если воздушная тревога, то обязательно нужно идти в укрытие, особенно днем. Часто люди пренебрегают, но днем это особенно сложно делать, потому что все работают, все спешат по делам. Но помните, что ваша жизнь — это самое главное. Вот в Черноморске на днях произошла трагедия. Вот дрон упал прямо на едущий автомобиль. Погибли люди. Прям днем. Я как раз в это время снимала видео в Одессе. А в Черноморске произошла такая трагедия. Поэтому реагируйте на сигналы воздушной тревоги и будьте предельно внимательны. Даже не верится, что когда-то на месте Пале Рояль был военный плац. Потом здесь сделали торговые ряды.
Ну а потом создали вот такое замечательное место, в которое очень любят приходить отдыхать одесситы, но гости города не всегда о нем знают. Поэтому делаю такую маленькую рекламу. Если вы посещаете Одессу, обязательно сюда приходите. Вот чисто по-одесски. Нельзя пройти спокойно. Подходит ко мне мужчина, говорит, мы открываем магазин и в честь этого дарим всем пробнички духов. И дает мне пробничек известного аромата, достаточно дорогого. Я думаю, ну ничего себе, какой щедрый магазин. Говорю, спасибо, не надо. Он говорит, нет, нет, берите, берите. Думаю, ну пусть будет там небольшой пробничек. Взяла его, а он говорит, с вас 100 гривен. Я говорю, в смысле, это же подарок. Ну, он говорит, вот на помощь, на развитие магазина, там еще что-то, 100 гривен. Ну, честно, не то, что жалко 100 гривен за эти духи, а просто сам смысл, как это преподнесли, как подарок, а потом в итоге ты за этот подарок должен еще заплатить. Я такое не приветствую, мне такое неприятно. Так что, если вам что-то такое дают на улице, перепроверяйте, потому что с вас могут потребовать деньги. Мы же все-таки в Одессе. Хочу вам сегодня пожелать такой замечательной погоды, если она у вас плохая, как сегодня в Одессе. Сегодня в Одессе просто Божья благодать. Редко, когда в городе у моря совершенно нет ветра, а сегодня именно так. И, конечно, хочу каждому еще раз напомнить, берегите себя и своих близких и реагируйте на сигналы воздушной тревоги, где бы вы ни были, где бы вы ни жили в Украине. Это очень важно, потому что сейчас везде небезопасно. Всем хорошего дня, хорошего настроения. До встречи в следующем видео из Одессы. Мы вас очень любим, ценим и благодарны, что вы у нас есть. Пока-пока.